Сильный ливень продолжался несколько дней, что привело к серьезным оползням на дорогах деревни, и многие семьи оказались полностью изолированы. Мутная вода смыла временные пути, оставив на берегу огромные бревна и мусор, застрявшие между берегами реки. Область окутала напряженная атмосфера, а жители пребывали в замешательстве, не зная, когда смогут вернуться к нормальной жизни. Джек Туан в яркой белой каске, выделявшейся среди толпы рабочих, стоял у берега ручья и руководил процессом строительства. Он был одет в белую рубашку, штаны у него были закатаны, а ноги были покрыты грязью. Вода все еще бурлила, и временный мост, соединявший две части деревни, был смыт прошлой ночью. Он и его команда пытались доставить продовольствие, медикаменты и лекарства на другой берег для изолированных семей. Временно натянутая стальная канатная система соединила берега, и через нее под волнением людей по одному перемещались мешки с рисом, ящики с лапшой, чистая вода и лекарства. Некоторые рабочие уже ожидали на другом берегу, ловко разгружая товары и распределяя их между домами. Голоса, переполненные энтузиазмом, разносились по обоим берегам, и никто не жаловался, ведь все понимали, сейчас главное – помочь нуждающимся. Джек Туан не отрывал глаз от бурлящей воды, держа в руках рацию, через которую он непрерывно сообщал о ситуации. Мост был смыт и не мог быть немедленно восстановлен. Дождь не утихал, небо было тяжелым и серым, а погодные условия продолжали ухудшаться, по прогнозам дожди должны идти еще минимум неделю. Джек Туан одновременно беспокоился и о сроках завершения ремонтных работ, и о безопасности жителей. Он отправил своих людей глубже в деревню для осмотра ситуации и параллельно подготовил план эвакуации на случай наихудшего развития событий. В этот момент зазвонил мобильный телефон в кармане Джек Туана, звонила его мать. Ее голос звучал слабее обычного, она тихо пожаловалась, что последние дни кружится голова и болит из-за резких перемен погоды. Джек Туан нахмурился и тихо спросил: «Мама, ты уже приняла лекарство? Ты что-нибудь поела?» Мама ответила, что только что приняла лекарство, но все еще чувствует усталость. Он успокоил ее: «Отдыхай. Сегодня я вернусь домой поздно. Не жди ужина, я сначала закончу помощь тем, кто оказался в изоляции». Выключив телефон, он на мгновение остался стоять под дождем. Ответственность за работу не позволяла ему уйти, но в душе он продолжал волноваться о своих близких. Холодный ветер дул сильно, дождевик прилипал к нему, и Джек Туан крепко зажал каску, прежде чем вернуться к своим обязанностям. Ожидающие взгляды с другого берега не давали ему возможности остановиться даже на минуту, он понимал, что его присутствие сейчас необходимо больше всего. В течение нескончаемых дождливых дней Ту Тиен продолжала держаться в старой изношенной хижине из пальмовых листьев, затерявшейся в глубине леса. Она восстановила крышу, натянув старый тент и туго привязав его к бамбуковым стволам, чтобы ветер не сорвал его. Вокруг лежала скользкая грязь, поваленные деревья, но она неустанно убиралась, ремонтировала каждый изгиб крыши и каждый отрезок тента, чтобы защититься от протечек. Она не желала возвращаться в дом Джека Туана, хотя в глубине души была очень благодарна за материнскую заботу и поддержку, оказанную ей матерью Джека и самим Джеком Туаном. С тех пор, как она ушла, ей не давали покоя воспоминания о теплом взгляде матери Джека, уютных семейных обедах и тихой заботе Джека Туана. Но она не могла позволить себе больше беспокоить их. Чиен и ее бывшая свекровь не так легко отпускают. Если бы она оставалась, они обязательно нашли бы повод для проблем. И она не хотела, чтобы добрые люди, как мать и Джек Туан, страдали из-за нее. Сейчас Ту Тиен ожидала, когда староста деревни завершит оформление ее развода. Заявление уже подано, и теперь оставалось только ждать решения окружного суда. Каждый день она повторяла себе, что должна стать хотя бы немного сильнее, жить полной жизнью, несмотря на все тяготы. В тот же вечер, когда она спешила убрать порванный тент с веранды хижины, Ту Тиен неожиданно заметила силуэт мужчины в белой каске. Это был Джек Туан. Он стоял неподвижно, промокший от дождя, но с тревожными глазами. «Ты собираешься навсегда остаться в этой жалкой хижине? Если что-то случится, кто о тебе позаботится?» – тихо спросил он. Ту Тиен сжала рукоятку веревки, пытаясь скрыть волнение, ответила: «Я в порядке. Мне просто нужно остаться здесь, дождаться оформления развода, а потом уже решу, что дальше делать. Я не смею возвращаться туда, ведь я слишком многим обязана вашей семье». Джек Туан долго молчал, затем сказал: «Если ты решишь, что здесь тебе действительно нужно остаться, то ты должна иметь все необходимое для жизни». Он ушел за автомобилем и вскоре вернулся с пакетом нового тента, комплектом фонарей, бутылками с водой и сухими продуктами, а также с вареной курицей и сосисками. Ту Тиен
не смогла сдержать слез. Ее глаза наполнились болью и благодарностью. Джек Туан тихо установил новый тент, заменив протекающий, и повесил фонари на бамбуковые стены. Закончив работу, он встал и улыбнулся. «Я уважаю твое решение. Но помни, когда устанешь или почувствуешь себя одинокой, просто позвони мне. Я всегда рядом». Ту Тиен тихо кивнула. Среди безлюдных просторов присутствие Джек Туана стало единственным утешением, которое напоминало ей, что она не совсем одна. Ночь опустилась на лес, и под мокрыми листьями, покрытыми дождем, раздавался шелест насекомых. В маленькой хижине Ту Тиен мягкий свет фонарика от Джек освещал уютную область. Рядом с небольшой дровяной печью Ту Тиен сидела, разжигая огонь. Ее лицо было румяным от дыма, но сосредоточенным. Джек, сидящий рядом, насаживал сосиски на бамбуковые шпажки, готовясь к простому ужину в глуши леса. Он положил сосиски на раскаленные угли, затем вынул вареную курицу, которую принес из дома, и равномерно смажил ее, нанося слой меда на кожу. Аромат жареного мяса быстро распространился по тихому пространству, и оба невольно улыбнулись. Давно Ту Тиен не чувствовала тепла вечера, когда рядом есть кто-то, с кем можно поделиться беседой, огнем и уютом. Джек сидел навстречу ей, огонь мерцающим светом отражался в его лице. Он молчал, лишь внимательно слушая. Спустя некоторое время он начал рассказывать о первых днях своей работы, когда его отвергали и презирали за отсутствие диплома. Он рассказывал, как приходилось ночевать на стройках и питаться лапшой быстрого приготовления каждую неделю. И как именно эти трудные времена помогли ему повзрослеть и научили ценить людей, оказавшихся в невыгодном положении. Он взглянул на Ту Тиен с искренними глазами. «Если в будущем ты захочешь что-то изменить в своей жизни, я помогу устроить для тебя спокойную работу. Не из жалости, а потому что я верю, что ты заслуживаешь стабильной жизни». Ту Тиен покачала головой, голос ее был тихим. «Спасибо, но я думаю, мне лучше самой ходить на рынок и продавать свои товары. Я не хочу больше жить за чужой счет. Мне нужно научиться заботиться о себе». Джек кивнул, уважая ее решение, но добавил: «Помни, не всегда нужно быть сильной и идти в одиночку. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, позволь другим быть рядом». После ужина Ту Тиен убрала рабочий уголок, аккуратно завернув оставшиеся продукты. Джек уже собирался уйти, но сделал несколько шагов, затем повернулся и, сняв куртку, повесил ее на бамбуковый крючок. Он прислонился к деревянному столбу, достал книгу из рюкзака и начал читать. Луна поднялась, а шелест ветра наполнил пространство странной тишиной. Ту Тиен посмотрела на него и тихо улыбнулась. «Почему ты еще не ушел?» Он не поднял взгляда и ответил едва слышно: «Не могу не беспокоиться. Ложись спать, я почитаю еще немного, а потом уйду». Спустя некоторое время Ту Тиен, уставшая, задремала, и ее лицо стало спокойным. Джек наблюдал за ней в полумраке, тихо вздыхая. Он понимал, что ей не нужен спаситель. Ей нужен кто-то, кто останется рядом. И если получится, он был готов стать этим человеком. Свет рассвета слабо пробивался сквозь листья, освещая маленькую хижину, безмолвно стоящую посреди леса. Ту Тиен проснулась и удивилась, увидев, что Джек, CEO, все еще спит, прислонившись к стене хижины. Она нежно накинула на него куртку, чтобы ему было теплее. Джек вздрогнул и проснулся, потер глаза, немного смутившись, заметив, что так и не ушел, как планировал. Он тихо улыбнулся. «Вчера вечером я собирался посидеть еще немного и уйти, а не уснуть навсегда». Ту Тиен налила ему стакан теплой воды, ее взгляд был полон нежности. Он сказал: «Иди домой, здесь очень холодно, ты привыкла, а если я останусь, мне легко простудиться». Джек осмотрел окрестности, не в силах оставить ее одну здесь, посреди леса, под скудным навесом, где ветер дует со всех сторон. Он кивнул, но прежде чем уйти, произнес: «Сегодня я собираюсь посетить строительный объект, чтобы осмотреть обрушившиеся участки. Хочешь поехать со мной? Я думаю, тебе стоит на время покинуть это место, чтобы немного развеяться». Сначала Ту Тиен колебалась, но в конце концов кивнула, отчасти из-за желания увидеть, чем он занимается, а отчасти потому, что ей давно не приходилось покидать этот уголок леса. Оба сели в машину и направились к строительному объекту. Несколько дней проливного дождя привели к тому, что земля и камни обрушились к обочине дороги, и Джек вместе с инженером тщательно обследовали каждое место. Он отдавал указания рабочим: натянуть тенты, установить временные ограждения и сигнализацию в опасных зонах.
Тем временем Ту Тиен была поручена для работы с Хуонг одной из инженеров команды, чтобы выполнять легкие задания. Она помогала подсчитывать материалы, расставлять мелкий инвентарь и убирать зону отдыха рабочих. Хотя работа была простой, она заставляла ее чувствовать себя полезной и избавляла от ощущения никчемности, которое тревожило ее раньше. Хуонг поначалу относилась к Ту Тиен равнодушно, но увидев ее усердие и готовность запачкаться, ее отношение постепенно смягчилось, хотя она так и не стала особо дружелюбной, явное раздражение исчезло. В обед Джек заехал на стройку почти готовой виллы, чтобы проверить ход работ. Белый дом выделялся на фоне гор, рабочие укладывали плитку, красили стены и завершали отделку. Он внимательно осмотрел каждую деталь и кивнул с удовлетворением, когда все шло согласно плану во второй половине дня. Когда он собирался уходить, Джек обернулся и увидел Ту Тиен, которая аккуратно протирала старые ведра с краской. Ее лицо сияло гораздо ярче, чем утром. И в этот момент он осознал, что ее тихая, но неугасимая сила только укрепляет его решимость сделать все возможное, чтобы защитить ее до конца. Во второй половине дня, когда солнце только начало угасать, Джек проверял ход работ на объекте как раз когда зазвонил телефон. Это была его мать. Ее голос звучал очень слабо, она жаловалась, что весь день кружится голова и болит из-за постоянных перемен погоды. Лицо Джека сразу омрачилось от волнения. Он поспешил закончить дела и сел за руль, чтобы отвезти Ту Тиен и Хуонг домой. Как только они подъехали к воротам, Джек громко возгласил: «Мама, мы приехали!» Конг быстро поднялась по лестнице, помогла матери сесть и приняла лекарство. Ту Тиен подала матери стакан теплой воды и мягко спросила: «Как вы себя чувствуете?» Мать Джека слабо улыбнулась. «Чувствую себя лучше, наверное, просто немного измучена. Не волнуйся, я привыкла к таким приступам усталости». Ту Тиен села рядом с кроватью, взяла маму за руку, ее глаза светились искренней заботой. Они некоторое время разговаривали о погоде, о работе, о трудностях, через которые Ту Тиен уже прошла. Мать Джека нежно похлопала ее по руке и сказала: «В жизни у каждого бывают трудности. Важно не позволять прошлому держать тебя в узах. Ты хорошая. Если будешь жить честно, тебя обязательно заметят и оценят». Джек сидел рядом, молча слушая маму, время от времени бросая теплый заботливый взгляд на Ту Тиен. После того, как его мать немного отдохнула, он вывел Ту Тиен на улицу, вынул из портфеля листок с эскизом и сказал: «Я собираюсь купить участок у подножия гор, недалеко от главной дороги и рынка. Если захочешь, ты сможешь открыть небольшой торговый киоск. Тогда тебе больше не придется жить в лесу, и тебе не придется стыдиться приезжать ко мне домой». Ту Тиен была тронута, но все же покачала головой. «Я очень благодарна тебе и твоей маме, но я боюсь, что меня будут смотреть с презрением. Я хочу просто жить спокойно в небольшом уголке и самостоятельно заботиться о себе». Позже, когда все трое сели за ужин, атмосфера стала более радостной. Мать Джека хвалила вкусный суп и горячий рис, а затем, улыбаясь, обратилась к Ту Тиен и Хуонг: «Вы сегодня отлично поработали, как настоящий шеф-повара». Хуонг скептически улыбнулась, но ее взгляд выдавал явное недовольство. Ранее она тайком вывела Ту Тиен на кухню и строго сказала: «Слушай, тебе лучше не сближаться слишком тесно с Джеком, ты не вписываешься в его мир». Ту Тиен не ответила, лишь слегка склонила голову. Она хорошо знала, кто она есть, и понимала, какое место ей отведено. Но сегодня, хотя она и оставалась сдержанной, ей удалось почувствовать тепло семейного ужина и безусловную заботу, и для нее этого было достаточно. Bị phản bội, cô chẳng mang theo gì ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ và trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có, từng gìn giữ suốt 5 năm qua, giờ đây đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà là nhận ra mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tử Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm trong nước mắt và nỗi đau khôn nguôi. Bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ con sông chảy qua,
nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục.